Одной из хорошей точки входа в концепции Smart Money является Breaker Block. Сегодня я о нем расскажу кратко, быстро, без воды. Вот термин Breaker блока. Breaker блок — это пробитый ордер блок, за которым был захват ликвидности. Причем этот термин идет не с оригинальной концепции Smart Money, а с видоизмененной немного под российского пользователя, я так подозреваю. В оригинальной концепции Smart Money захвата ликвидности может и не быть. Вот первый пример бычьего ордер блока. Рынок формирует минимум. После этого формируется ордер блок. Здесь формируется имбаланс, или попросту импульсное движение. После этого происходит захват ликвидности, то есть в нашем случае перелой, с последующим импульсом наверх и тестом ордер блока с обратной стороны. Здесь указан медвежий пример. Рынок формирует ордер блок. После этого происходит импульсное движение. Импульсное движение заходит за ближайший максимум с захватом ликвидности. После этого происходит пробой ордер блока и возврат с обратной стороны. В момент, когда рынок тестирует ордер блок с обратной стороны с пробоем, ордер блок превращается в брейкер блок. При этом еще раз подчеркну, что в оригинальной концепции Smart Money захвата ликвидности может и не быть. Например, в данном случае могла быть такая ситуация. Рынок двигается вниз, формирует ордер блок, формирует импульсное движение, после этого пробой и тест с обратной стороны. И здесь сформировался брейкер блок. Если вы не сторонник концепции Smart Money, либо слышите про нее в первый раз, то концепция брейкер блока очень похожа на зеркальный уровень. Зеркальный уровень в техническом анализе примерно то же самое. Рынок формирует минимум, пробивает его и делает тест с обратной стороны. И здесь мы находим точку входа на продажу. Разница между зеркальным уровнем и брейкер блоком в том, что здесь должен быть ордер блок и должен быть большой дисбаланс или импульс. Это одно из условий формирования ордер блока. Здесь я оставлю ссылку, которая приведет вас к уроку, как правильно находить и чертить ордер блок. Итак, для появления точки входа нам необходимо использовать таймфрейм 4 часа, 2 часа или дневка. Эти таймфреймы указаны в оригинальной концепции Smart Money в первоисточнике. Однако современные трейдеры торгуют это немного на других временных интервалах, но если у вас есть опыт. Потому что если вы лишены опыта торговли по концепции Smart Money и в целом торговли на бирже, большая вероятность того, что вы будете попадать в ложные сигналы в связи с тем, что на небольших временных интервалах очень часто появляется импульс, а значит вам будет везде хотеться поставить ордер блок, который потом внезапно окажется брейкер блоком. 3 условия, необходимые для появления ордер блока. Первое – это захват ликвидности, то есть снятие ликвидности за ближайшим максимумом или минимумом. Второе – это импульсное пробитие ордер блока. Третье – это возврат в область ордер блока. При этом я еще раз подчеркну, что в оригинальной концепции Smart Money снятие ликвидности может быть, а может и не быть. Остается все на усмотрение трейдеров. Однако, конечно, в идеале, чтобы здесь все-таки было снятие ликвидности, поскольку это обычно указывает на наличие крупного игрока в рынке. Брейкер блок в оригинальной стратегии торгуется в касании. Это неплохо работает на фондовых биржах. В особенности на фондовой бирже США, то есть NYSE, NASDAQ и так далее. Однако на криптовалюте, фьючерсах, форексе, валютах возможно ложное пробитие брейкер блока. По этой причине будет идеально, если вы будете искать точку входа, то есть сигнал на небольшом временном интервале в области брейкер блока. Для этого в качестве определения брейкер блока можно использовать 4 часа или 2 часа. Когда рынок подойдет в область брейкер блока, необходимо открыть небольшой временной интервал, в нашем случае 15 минут или 30 минут. На этом небольшом интервале необходимо появление сигнала. Сигналом может служить пин-бар, серия сужающихся свечей с последующим импульсом вниз, появление V-образного разворота, серия свечей с большими тенями с последующим большим импульсом вниз, или любой другой разворотный паттерн на свечах. Разберем несколько примеров. До этого рынок находился в восходящем тренде. После этого сформировался ордер блок, за которым появился импульс. Рынок пробивает последний максимум захватом ликвидности. После этого импульсом двигается вниз с пробоем ордер блока. Ордер блок превращается в брейкер блок. Выделяем область ордер блока, которая теперь превратилась в брейкер блок. Переходим на небольшой временной интервал и ждем сигнала. И вот на небольшом временном интервале видим сигнал. Видим движение наверх, а после этого резкого движения вниз. На паттернах свечного анализа это называется паттерн рельсы. Это разворотный паттерн. Если вы не понимаете о паттернах свечного анализа, разворотных паттернах,
Вот здесь вы увидите вебинар, ссылку на вебинар, который посмотрите и будете понимать. Все находится здесь на YouTube, перейдете и ознакомитесь. После этого появляется серия сужающихся свечей с последующим импульсным движением вниз. Заходим в продажу со стоп-приказом чуть выше брейкер-блока и тейк-профитом ближайшая область ордер-блока или область спроса в нашем случае. То есть ближайший крупный минимум в нашем случае 4-часового графика. Наша сделка отработала, рынок дошел до нашего тейк-профита. Мы рассмотрим еще один пример. Рынок находится в бычьем тренде. После этого формируется ордер-блок с последующим импульсным движением. На импульсном движении происходит перехай с захватом ликвидности. После этого импульсное движение вниз с пробоем ордер-блока. Переходим на небольшой временной интервал. В первой области ордер-блока нам необходимо подождать наличия сигнала. И вот появление сигнала. Серия небольших маленьких свечей с последующим импульсом движения вниз. Заходим в продажу со стоп-приказом за ордер-блок и тейк-профитом ближайший крупный минимум. Наша сделка вышла по тейк-профиту, а рынок пошел еще дальше вниз. Еще один типовой пример. Рынок находится в восходящей структуре. После этого формируется ордер-блок с последующим импульсом. Рынок пробивает последний максимум и происходит захват ликвидности. Далее происходит импульсное движение вниз с пробоем ордер-блока. Переходим на небольшой временной интервал. Видим, что немного проморгали точку входа. Вот серия сужающихся свечей с последующим импульсом. Однако рынок еще недалеко ушел от нас, поэтому можем здесь зайти. Стоп-приказ выставляем за ордер-блок, а тейк-профит на следующем ордер-блоке, либо ближайшем крупном, в нашем случае, минимуме. Цена дошла до нашего тейк-профита, а рынок пошел еще дальше. Давайте повторим 3 пункта появления брейкер-блока. Первое – это захват ликвидности, то есть за перехай либо перелой. Второе – это импульсное пробитие ордер-блока. Третье – это возврат в область ордер-блока. И здесь появляется брейкер-блок. Идеально, когда данная ситуация происходит на 2 часах, либо 4 часах, либо дневке. При этом сигнал можно искать на таймфрейме 15 минут или 30 минут. Сигналом может являться обычный сужающиеся свечи с последующим импульсным движением вниз, либо любая другая разворотная фигура на свечах. Стоп-приказ необходимо поставить за брейкер-блок, либо за сигнал. Тейк-профитом является ближайшая область спроса предложения, то есть ближайший крупный минимум, либо максимум на высоком временном интервале, либо ближайший ордер-блок, либо ближайший противоположный ордер-блок. Сегодня я старался вам рассказывать именно так, как это в оригинале, и при этом использовал сложные термины. Если вам хочется узнать стратегию, как в оригинале, без сложных терминов, с пониманием логики рынка, точками входа, выхода и так далее, у нас есть великолепный курс в нашей школе трейдинга. В нем уже все рассказано о концепции Smart Money, при этом концепция Smart Money опирается на первоисточники в нашем случае. К сожалению, когда вы будете смотреть ролики, посвященные Smart Money у русскоязычных ютуберов, блогеров, к сожалению, вы будете попадать в то, что эта концепция Smart Money дико исковеркана. Концепция Smart Money в русскоязычном сегменте интернета, к сожалению, не то же самое, что концепция Smart Money в оригинале в первоисточнике. Мы рассказываем вам концепцию Smart Money в оригинале и в первоисточнике, как она есть, как она шла изначально. И, конечно, это работает на голову лучше той стратегии, которую вы можете взять у русскоязычных блогеров. Опять-таки, за редким исключением. Ссылка на концепцию Smart Money находится в описании. Я желаю вам удачи, счастья, благополучия. Зарабатывайте счастливо с помощью концепции Smart Money.